Всем привет! Это мастер-класс от магазина Лентомания. Меня зовут Аня Сахно. Сегодня я покажу вам, как связать прямоугольную корзинку вот такой перегородкой. Корзинка эта связана из полиэфирного шнура карамель. И также расскажу вам, какими двумя способами можно сделать вот такую перегородку для удобства в корзинке. Моя корзинка имеет размеры 22 см на 15 см. Для вязания мне понадобился крючок размера 4,5 мм. И также две бобины пряжи карамель. Такой шнур и инструменты можно купить в интернет-магазине lentomania.ru. Ссылка на магазин сейчас появится в уголке видео вот здесь. И также в описании к этому видео я обязательно дам подробные ссылки на все эти товары. Заглядывайте в описание. В этом мастер-классе я использую для вязания шнур карамель. Шнур карамель — это полиэфирный шнур, в составе которого 80% полиэфир и 20% кашмелон. Кашмелон придает этому шнуру особенную мягкость и легкую эластичность небольшую. Особенности шнура карамель в том, что он плоский. Это не объемный шнур, а он по форме напоминает шнурок, и за счет этого он очень здорово смотрится на изделиях, который имеет ребристость, например, или где нужно сделать красивые протяжки, и за счет этого он лучше держит форму. Ширина шнура 4-5 мм примерно. Таким шнуром очень приятно вязать, он не натирает руки, он мягкий и не натирает руки. Длина в мотке 75 метров плюс-минус 5 метров, а вес мотка 200 грамм плюс-минус 10 грамм. Для вязания из этого шнура советую выбрать крючок 5 размера. У меня вот размер 4,5. Можно 5 или даже 6 размер, но чем больше размер крючка, тем свободнее будет получаться изделие. Если хотите более плотное изделие, которое лучше держит форму, то выбирайте крючок поменьше и вяжите им. Для начала нам необходимо связать прямоугольное дно. После того, как мы свяжем прямоугольное дно, мы сделаем ему стеночки и свяжем перегородку. Для того, чтобы связать прямоугольник, нам нужно будет набрать цепочку из воздушных петелек. Чем длиннее вы хотите сделать прямоугольник, тем больше воздушных петелек необходимо набрать. Я набрала 15 воздушных петелек. Теперь делаю одну петлю для подъема, 16-ю. После того, как я связала 16-ю петлю, я переворачиваю косичку к себе задом. Вот так вот выглядит оборотная часть косички. Здесь есть вот такие вот петельки, которые расположены в середине нашей косички. Такие стежки, перемычки, которые следуют друг за другом в самой серединке. Вот в центр косички, за эти перемычки мы будем все время вкалывать крючок. Итак, я пропускаю петельку, которую провязывала, вкалываю крючок, ту самую перемычку, которая находится на обратной стороне косички. Вот лицевая часть косички, вот обратная сторона, еще раз покажу. Теперь вытягиваю шнур и провязываю 2 петли вместе. Затем снова ищу такую же перемычку в следующей петле, прокалываю крючком ее, вытягиваю шнур и провязываю 2 петли вместе. И двигаюсь так до самого конца цепочки из воздушных петелек. Вот такая цепочка у нас получилась, провязанная столбиками без накида. У меня осталась последняя петля. В последнюю петлю, или точнее так, в первую петельку воздушную, которую мы набирали, мы провяжем 3 столбика без накида. Здесь уже можно вкладывать крючок стандартно, просто за верхнюю стеночку воздушной петли. Провязываем в одну и ту же петлю, вкладывая 3 раза подряд крючок и провязывая столбики без накида. Теперь, потянув за хвостик, вы можете затянуть эту петлю, потому что, скорее всего, в процессе вязания она немного расслабилась. И вы можете также видеть, как у нас вязание само по себе развернулось на обратную сторону цепочки из воздушных петелек. И теперь мы будем обвязывать эту цепочку с обратной, с нижней стороны. То есть мы будем вкалывать крючок вот так вот под обе стеночки петли теперь. И также точно провязывать столбики без накида. Я дошла до последней 15-й воздушной петельки, которую мы набирали. И из нее у нас с вами была связана 16-я воздушная петля. Для симметрии
мы здесь свяжем в нее еще 2 столбика без накида, и всего у нас получится, что из нее выходит 3 элемента. Это будет симметрично тому, что мы с вами делали при повороте на другую сторону косички из воздушных петелек. Мы провязывали здесь, напомню вам, 3 столбика без накида. Нам абсолютно симметрично нужно провязывать 2 разные стороны цепочки из воздушных петелек, для того, чтобы получить ровный и красивый прямоугольник. Вот так. Провязав 2 столбика без накида, у нас получится симметричное одинаковое количество петелек в уголках цепочки из воздушных петель. Нам необходимо теперь соединить конец и начало ряда. По спирали в этом случае вязать нецелесообразно, потому что, заканчивая вязание по спирали, у вас будет образовываться ступенька, и так как это будет дно для нашей корзинки, нам необходимо, чтобы ступенек никаких не было, и чтобы дно было максимально приближено к идеальному прямоугольнику. Поэтому нам нужно соединять начало и конец каждого ряда. Я буду это делать по одной из схем бесшовного соединения. Для этого я вынимаю крючок из петельки последней, вкладываю крючок обратным движением сзади вперед в ту петлю, с которой мне нужно соединить конец ряда, то есть первую петлю ряда. Можно сказать, что мы с вами сейчас провязали первый ряд донышком. Затем обратно возвращаю на крючок петельку, вытягиваю петлю на изнаночную сторону донышком, провязываю воздушную петлю. Теперь ищу петлю, которая была у меня на шаг назад, вот здесь. Вкалываю в нее крючок под обе стеночки петли. Вытягиваю петельку, вынимаю крючок. Он сейчас у меня расположен был нетипично, тоже движением сзади вперед. А у нас он обычно вот таким движением вложен спереди назад, и провязываю одну петельку через другую петлю. Подтягиваю немножко с помощью рабочей нитки, делаю ровную галочку и продолжаю вязать. Смотрите, у нас с вами в данный момент связана первая петля второго ряда, и связана она в центральную петлю закругления. То есть вот это вот место, которое мы обвязываем, в которое мы вяжем по 3 элемента в одну петлю, можно назвать закруглением. И это сейчас была задействована центральная петля закругления. У нас осталось еще 2 петельки закругления, первая и третья. Первую и третью петлю закругления я отмечу маркерами. Сейчас я переверну свой первый ряд донышка, и здесь тоже отмечу первую и третью петлю маркерами. Мы их будем провязывать особенным образом, для того, чтобы создавать уголки прямоугольника. Так, здесь вот она первая петля, косичка, вот это центральная петля, и вот это третья петля закругления. Так, я думаю, будет понятнее, нагляднее. Итак, у нас с вами сейчас третья петля закругления, отмеченная маркером. Мы ее будем провязывать вот таким образом. Вкладываем крючок в эту петлю. Я вяжу узором галочка, поэтому вкалываю крючок в центр галочки. Вы, если посмотрите, то у вас все связанные столбики без накида напоминают галочки. Вот нужно будет вкалывать крючок прямо в центр галочки с лицевой, и с обратной стороны тоже галочки, только перевернутые будут. Ваш крючок должен оказываться тоже в центре между вот этих 2 полосочек пряжи. Если вы будете вкалывать крючок таким образом, у вас будет получаться узор галочка или узор в раскол. Этот узор более плотный считается и лучше держит форму, чем некоторые другие узоры, и хорошо подходит для плотных донышек и для корзин, которые должны хорошо держать форму. Так вот, вкалываю крючок в галочку, я провязываю столбик без накида, затем делаю воздушную петлю, вкалываю крючок туда же, в ту же самую петельку, и вытягиваю снова шнур и провязываю столбик без накида. Вот таким образом мы будем провязывать все петли, которые будем помечать маркером. Если петля не помечена маркером, мы вяжем как обычно в нее столбик без накида, но опять же повторюсь, я вяжу узором в раскол, поэтому я буду вкалывать крючок все время в центр галочки. Если хотите, можно вязать обычными столбиками без накида и вкалывать крючок под обе стеночки петли вот сюда. Это обычно делают. Итак, я продолжаю вязать просто столбиками без накида до тех пор, пока не дойду до маркера.
Кстати, пока мы еще недалеко отошли от этой петли, которую мы с вами таким интересным способом провязывали, я отмечу с освободившимся маркером воздушную петельку, которую мы провязывали между столбиками без накида. Вот так. И продолжаю вязать столбики без накида дальше. Каждую петлю по одному столбику без накида. Я дошла до следующего маркера и решила обратить ваше внимание, что у нас в центре обвязанной цепочки из воздушных петелек совершенно нет отверстий. Вязание располагается очень плотно. Это связано с тем, что мы с вами провязывали за задние стеночки. Помните, мы переворачивали цепочку из воздушных петелек. Это мы сделали не просто так. Именно такой способ обвязки цепочки из воздушных петелек позволяет добиться того, что в центре не будет отверстия, вязание будет плотным. Вам не нужно будет делать вот здесь цепочку из соединительных петелек, чтобы закрывать дырочки. Я дошла до маркера. И вот в эту петлю буду сейчас провязывать специальную петельку, с помощью которой мы формируем уголок прямоугольника. Итак, я вкалываю снова крючок в центр галочки с лицевой обратной стороны. Вытягиваю шнур, провязываю столбик без накида, делаю снова воздушную петлю. Туда же вкалываю крючок в ту же самую петельку, из которой только что провязывала предыдущий столбик без накида. И снова вяжу столбик без накида. Помечаю маркером воздушную петельку, которую мы только что провязали. Дальше нам нужно связать еще один столбик без накида, просто в раскол. Вот так. Она у нас должна получиться прямо в центре, на вершинке, так скажем, нашей обвязки. Можно здесь опять немножко затянуть хвостик, чтобы уменьшить первую петельку воздушную. И следующую петлю мы провязываем снова специальной угловой петелькой, назовем ее так. Я вкалываю крючок, провязываю столбик без накида, делаю воздушную петлю, снова в ту же самую петельку повторно вкалываю крючок и снова провязываю столбик без накида. Воздушную петлю снова помечу маркером. Мы снова перевернулись на другую сторону цепочки из воздушных петелек и продолжаем сейчас вязать. В каждую петлю по одному столбику без накида вкалываю крючок в центр галочки. Я снова дошла до маркера. Вынимаю маркер и провязываю эту петельку угловой петлей. Маркер возвращаю под воздушную петлю. Я дошла до первой петли. Помните, мы с вами вязали первую центральную петельку, центральную петлю закругления первого ряда. Я до нее дошла, до этой петли, и теперь мне нужно снова сделать соединение первой и последней петли. Соединение это довольно сложное, давайте я еще раз его повторю. Ну, не пугайтесь его, как только вы его повторите несколько раз, оно будет запомниться вам и не будет так сложно восприниматься, как в самом начале, потом оно запоминается, и хорошо вы его будете сами самостоятельно повторять. Вынимаем крючок, вкладываем крючок движением сзади вперед в первую петлю ряда, возвращаем петлю на крючок, и вытягиваем ее на изнаночную сторону. Делаем воздушную петлю. Дальше ищем петлю, которая была перед нашим соединением. Вот она. Вкалываем этот крючок в центр галочки, в эту петлю в центр галочки. Вытягиваем шнур. Крючок у нас сейчас расположен неправильным движением, сзади вперед. Вынимаем крючок, вкалываем правильным движением спереди назад, провязываем одну петлю через другую и выравниваем петельку. Таким образом, с лицевой стороны у вас не будет совершенно шва. Этот способ может быть и сложный на первый взгляд, но он позволяет делать вещи абсолютно без шва. Ну, с обратной стороны у вас будет такое подобие шва, с лицевой стороны нет. Изделие будет выглядеть аккуратнее намного. Дальше, как мы продолжаем вязать? Смотрите, все петли, которые не отмечены маркером, мы будем провязывать, как обычно, просто в раскол, в центр галочки, вкладывать крючок и провязывать столбик без накида. Те воздушные петельки, которые мы с вами пометили маркером, мы будем провязывать угловыми петлями. То есть я прямо под воздушную петлю здесь, потому что у нас нет галочки, просто воздушная петелька, дырочка такая. Я в эту дырочку, в это отверстие вкалываю крючок
Провязываю столбик без накида, воздушную петлю, туда же снова вкалываю крючок и провязываю столбик без накида. В общем, делаю все то же самое, что мы делали в предыдущем ряду. И в воздушную петлю снова возвращаю маркер. Если вы хорошо различите воздушные петли, которые вы сейчас делаете, то маркерами можно уже не пользоваться. В принципе, когда вы наметаете глаз, то вы сможете легко отличить эти самые воздушные петельки, и можно уже не использовать маркеры в вязании. Если сомневаетесь, то лучше использовать, таким образом меньше шансов допустить ошибку. Дальше буду вязать в каждую петельку по одному столбику без накида, и каждые воздушные петельки, помеченные маркерами, провязывать угловой петлей. Вяжем так до тех пор, пока вы не свяжете прямоугольник нужного вам размера. Также сейчас я на экране размещу схему вязания этого прямоугольника. Если вы умеете хорошо считать схемы и вам более понятна схема, то смотрите на нее и вяжите, пользуйтесь ей с удовольствием. Я провязала таким образом 8 рядов прямоугольника. И сейчас вяжу последний 9 ряд. На этом я закончу вязание донышка. И хочу обратить внимание на то, что 9 ряд я вяжу по-особенному. Все петельки, отмеченные маркером, то есть воздушные петли угловые, я провязываю просто столбиком без накида. То есть я уже здесь не делаю удвоений и не вяжу, так как мы с вами вязали 2 столбика без накида с воздушной петлей, а просто вяжу 1 столбик без накида. И дальше вяжу, конечно, в каждую петельку по одному столбику без накида. И дальше делаю все точно так же, вяжу в каждую петлю по одному столбику без накида. Таким образом мы с вами избежим расширения и увеличения стеночек корзинки в первом ряду и сделаем их максимально вертикальными по отношению к донышку. Я провязала последний 9 ряд. Благодаря тому, что мы уже уголки провязывали другим способом, в последнем 9 ряду у вас немножко уйдет волнистость, которая, скорее всего, уже появилась на этапе 8-9 ряда. И ваш прямоугольник будет ровнее и правильней, но все равно он не будет идеально прямым, и это нормально. Как видите, у меня вот тоже он немножко поднимается и изгибается. Чтобы этого избежать и исправить это, необходимо прогладить с паром ваше полотно. Полиэфирный шнур не стоит гладить на тройке. Напоминаю, что лучше выбрать температуру поменьше. И с паром можно также побрызгать полотно из пульверизатора, например, растянуть, руками придать нужную форму и снова прогладить. Также хорошо помогает оставить донышко под чем-то тяжелым на ночь, и хорошо, если донышко будет немножко тоже влажное, чтобы оно хорошо приняло форму. И после этого мы будем переходить к вязанию стенок. Для начала мы должны будем закрыть снова ряд, соединить первую и последнюю петлю. Соединять мы будем немножко по-другому сейчас. Нам нужно будет в конце соединения перейти уже к вязанию стенок, провязать первую петлю перпендикулярно нашему донышку. Поэтому начало будет такое же. Вкалываем крючок в первую петлю сзади вперед, возвращаем петлю на крючок, протягиваем петлю на изнаночную сторону, делаем воздушную петлю. И теперь вместо того, чтобы прокалывать галочку, которая была перед соединением, мы будем прокалывать немного другое место. Переверните уже донышко к себе изнаночной стороной. И мы будем вкалывать крючок, сейчас покажу куда, вот сюда. То есть переднюю стеночку петли мы оставляем свободной, мы в нее не провязываем ничего, а крючок вкалываем за задние 2 перемычки. Так, я сейчас верну крючок на место. Вколю его за 2 задние перемычки, за обе. Вытягиваю шнур. Дальше все делаем так же, как обычно. Шнур вытянули, вернули крючок в правильное положение и протянули одну петлю через другую петлю. И таким образом мы уже с вами связали первую петлю стеночек. И теперь мы будем прокалывать петли таким образом. Мы вкалываем крючок за заднюю стеночку петли. Затем прокалываем также перемычку, которая лежит за задней стеночкой. У нас на крючке получается рабочая ниточка, петля, и
2 полосочки шнура, задняя стеночка петли и перемычка, которая за ней лежит. Вытягиваем шнур и провязываем снова столбик без накида. Еще раз покажу. Вкалываем крючок за заднюю стеночку полупетли и за перемычку, которая лежит следом. И вкалывая крючок таким образом, мы будем вязать весь первый ряд стеночек. И таким образом мы развернем стеночки на 90 градусов относительно донышка. Таким образом у меня получился прямоугольник длиной 25 сантиметров и шириной 15 сантиметров. И сейчас я вам расскажу небольшой лайфхак, как рассчитать количество воздушных петелек, которые нужно набрать в начале вязания, чтобы получить прямоугольник желаемых размеров. Итак, вот эта вот длина цепочки из воздушных петелек равна необходимой желаемой длине прямоугольника минус ширина прямоугольника. То есть, когда вы набираете цепочку из воздушных петелек, вы можете ее растянуть, потому что она в процессе обвязывания немножко растянется, и измерить в растянутом виде. И в растянутом виде она у вас должна быть, вот в моем случае, она 10 сантиметров. Итак, 10 плюс 15 получаем необходимую длину 25. Таким образом, вы можете примерно до сантиметра где-то рассчитать, какое количество воздушных петелек, какой длины, скажем так, цепочку из воздушных петелек вам необходимо набрать в начале вязания. Угловые петли прямоугольника мы провязываем точно так же. В каждую петельку по одному столбику без накида. Мы их никак не удваиваем и не утраиваем. Вяжем просто одинарными петельками. И можете рукой уже потихонечку разворачивать стеночки перпендикулярно дну. Они у вас сами будут так ложиться, но им нужно помочь. Я провязала полностью первый ряд стеночек, приступаю к соединению рядов. Смысл соединения тут абсолютно такой же. И также я не советую вам вязать в этом случае по спирали, лучше соединять ряды, чтобы в корзиночке потом не скрывать ступеньку. Так, ищем предыдущую петельку и протягиваем одну петлю через другую петлю. Теперь вы можете вязать любым абсолютно узором, какой вам больше нравится, и вяжем такое количество рядов, сколько вам покажется достаточным. На мой взгляд, для такой корзинки, как правило, вяжут бортики примерно 7-8 сантиметров в высоту. Но это, конечно, дело вкуса. Пока я не провязала еще большую ширину стеночек, много рядов стеночек, я решила сделать перемычку, потому что мне показалось, что так легче и удобнее делать перемычку, пока еще стенки невысокие. Перемычку я решила делать не посередине. Посередине, мне кажется, ее сделать сложнее, так как нужно очень четко высчитать середину прямоугольника и четко придерживаться этой линии. Ну и в принципе, мне кажется, логичнее сделать какую-то ячейку небольшую и ячейку большую в корзинке. Поэтому я выбрала вот примерно 2/3 корзинки, буду придерживаться вот этой вот линии полосы. Можно было бы цепляться за вот эти вот стеночки, которые у нас есть на изнаночной стороне прямоугольника, но дело в том, что эти стеночки не расположены по прямой линии, и здесь сложно связать будет прямую перегородку, потому что они наискосок смещаются из ряда в ряд, и я предлагаю здесь сделать свою более прямую линию с помощью соединительных петелек. Итак, для начала нам необходимо вколоть крючок в самую крайнюю петлю, в ту петлю, где стеночка соединяется с рядом. Вот в эту петлю я вкалываю крючок, вытягиваю первую петлю, затем снова вкалываю крючок уже через ряд. С лицевой стороны вы можете проверять, как у вас будет расположена линия. Здесь более-менее ровно расположены столбики и легче сориентироваться, мне кажется, чем по изнаночным петелькам. Итак, я вытягиваю на изнаночную сторону петлю и протягиваю одну петлю через другую. Делаю такую соединительную петельку, вкалываю крючок снова и провязываю снова соединительную петлю. То есть протягиваю петлю, шнур который вытягиваю через ту петлю, которая уже была на крючке.
Таким образом вам нужно сделать максимально ровную линию из соединительных петелек, впоследствии к которой мы будем привязывать нашу перемычку, стеночку, перегородку корзинки. После того, как мы связали вот такую цепочку из воздушных петелек прямо на донышке, можно проверить, насколько эта цепочка симметрично связана. Другими словами, насколько она перпендикулярна стеночкам, одинаково ли она расположена относительно края нашей корзинки. Для этого мы сложим край корзинки, приложим угол к уголку, и у нас начало и конец этой линии должны совпасть. У меня совпадают. После этого можно начинать вязать стеночку. Для того, чтобы начать вязание этой стеночки-перегородки, нам нужно будет обрезать нитку, которую мы сейчас сделали, вот эту полоску, основание нашей перегородки. Эту ниточку можно отрезать и кончик вытягиваем. Начинать можно с любого конца абсолютно, с этого или с этого конца нашей намеченной линии. Смысл будет такой: мы вкладываем крючок под обе стеночки петли, берем новую нитку, протягиваем ее через обе стеночки петли, делаем воздушную петлю первую, затем снова вкладываем крючок под следующие обе стеночки петли. Вот так это выглядит в моем случае. Снова вытягиваем ниточку, шнур. Теперь уже у нас 2 петли на крючке, мы провязываем их вместе. Вкалываем крючок под следующие 2 петельки, снова вытягиваем шнур, снова протягиваем 2 петли, провязываем 2 петли вместе. И таким образом мы двигаемся с вами до конца ряда и вывязываем перегородку. Вязать мы ее будем поворотными рядами, то есть все время будем разворачивать нашу работу. И перегородка у нас будет такая немножко полосатая, потому что изнаночные ряды будут чередоваться с лицевыми рядами. И таким образом у нас с вами получается ряд, который расположен уже перпендикулярно донышку нашей корзинки. И мы вяжем так до конца этого ряда. Я думаю, что вязать таким образом перегородку намного удобнее, чем если бы у нас были связаны уже стеночки корзинки. Поэтому для начала советую все-таки связать перегородку, а потом уже довязывать стеночки. Я довязала нашу линию до конца, до следующей стеночки, делаю петлю для подъема, переворачиваю вязание. Теперь первый ряд перегородки к нам расположен изнаночной стороной, и мы начинаем вязание второго ряда. Вязать я буду за обе стеночки петли просто обычными столбиками без накида, вкалывая крючок под обе стеночки петли и вывязывая стандартный столбик без накида. И таким образом мы будем провязывать каждый ряд нашей перегородки. А когда дойдем до конца, снова сделаем петлю для подъема и перевернем вязание. Последняя петля первого ряда провязана. Я снова делаю петлю для подъема, переворачиваю вязание и вяжу рядами и вяжу петли столбиков без накида в обратном направлении. При вязании перегородки важно смотреть, чтобы вы провязывали последние столбики. Но это вы сразу заметите, если у вас перегородка из прямоугольника превращается в трапецию, значит, что вы, скорее всего, не провязываете последнюю петлю. Она, возможно, как-то не совсем очевидно выглядит для вас. Вот обязательно ее провязывайте. Не забывайте, чтобы перегородка все-таки была правильно прямоугольной формы. Перегородку необходимо связать на высоту основных стеночек корзинки. Я связала 8 рядов и планирую, что у меня у стеночек корзинки основных тоже будет, конечно, связано 8 рядов. Перегородка может сейчас немножко быть кривой у вас, это нормально.
После того, как мы пришьем ее с вами правильно к основным стеночкам корзины, она выровняется и будет выглядеть хорошо. А теперь приступаем к стеночкам корзинки. Нитку после вязания перегородки я вам советую обрезать подлиннее, потому что с помощью этой нитки мы будем пришивать вот эту часть к стеночке основной. И для того, чтобы по максимуму уменьшить количество ниток, торчащих из изделия, я стараюсь пришивать хвостиками. Но если обрежете коротко, то ничего страшного, просто нужно будет задействовать новую нитку для сшивания. Я также провязала 8 рядов стеночек. Такое же точно количество рядов, как и в перегородке у меня получилось. И теперь нужно соединить конец с начала ряда. Для этого я после того, как обрезала нитку, вытягиваю ниточку. Вот так выглядит у меня последняя и первая петля. Теперь я вкладываю крючок обратным движением сзади вперед. Зацепляю шнур. Вытягиваю его на изнаночную сторону корзинки. Теперь находим последнюю петлю. Вот она у меня, последняя петелька. Я немножко разворачиваю к себе изнаночной стороной и вкалываю крючок за заднюю стеночку полупетли и за перемычку, которая находится сразу за задней стеночкой. Вот здесь, я надеюсь, видно. И вытягиваю хвостик снова на изнаночную сторону уже через вот эти две петельки. Теперь нам останется подтянуть этот шнурок, формировать руками косичку, похожую на петельки, которые мы с вами провязывали с помощью крючка. Получается вот так. Затем хвостик, конечно, нужно спрятать. И вообще, в принципе, спрятать все хвостики, которые у нас сейчас получились. И нам нужно пришить ровно нашу перемычку, чтобы она находилась перпендикулярно корзинке и ровно относительно боковых стеночек. Для этого я пользуюсь иглой для трикотажной пряжи. Перпендикулярно размещаю стеночку, ищу петлю, к которой я буду пришивать перемычку. Буду пришивать той же самой ниткой, которой и вязала перегородку. Если вы помните, я оставляла ее специально подлиннее для пришивания. Если вы ее обрезали, то просто новую ниточку делайте. И с помощью этой нитки прикрепим для начала край перегородки к краю стеночки. Затем ищем вот такую вот перемычку, которая находится с изнаночной стороны стеночек. Туда вкалываем иглу. И хорошо затягиваем нашу перемычку. Теперь зацепляем крайнюю петельку перегородки. И затягиваем снова ниточку. Затягивайте не сильно, без фанатизма. Затем опускаемся на ряд ниже. Здесь уже, я думаю, будет не очень хорошо видно. Но я просто зацепляю иголкой перемычку с изнаночной стороны петельки. То есть я не насквозь протыкаю стеночку, а только крайнюю перемычку зацепляю иголкой. Затем зацепляю крайнюю стеночку у перегородки и повторяю это, спускаясь на ряд ниже, ниже и ниже. Но если вы найдете какой-то свой способ пришивания стеночки и перегородки, то это будет тоже хорошо. Главное постараться сделать это незаметно, чтобы с лицевой стороны нашей корзинки не было никакого шва. Есть еще второй способ вязание такой корзинки с перегородкой. Вы можете связать полноценно корзинку, а потом связать отдельно просто прямоугольник вот такой и пришить его со всех сторон с помощью такой же вот иголки для трикотажной пряжи. И я думаю, что это будет тоже выглядеть, в общем-то, хорошо. Я пришила одну часть, вот эту вот сторону перегородки к стеночке. И теперь аналогичным образом должна пришить вторую часть перегородки. После того, как я пришила вторую часть перегородки, спрятала все хвостики, у меня получилась вот такая корзинка. Ее можно еще отпарить, прогладить, чтобы она имела более четкие формы, более выраженные углы, более ровной стала. Такая корзинка примерно 22 сантиметра в длину и около 15 сантиметров в ширину. Вот вы можете, конечно, сделать совершенно другие размеры, связать из разных материалов. Моя задача была объяснить вам принцип вязания. Надеюсь, что этот мастер-класс будет для вас полезен. Все необходимые материалы для такой корзинки, шнур, карамель и инструменты разного размера для вязания вы можете приобрести на сайте интернет-магазина lentomania.ru. Ссылки на шнур и на крючки я размещу внизу в описании видео, заходите туда. Подписывайтесь на мой канал, у меня очень много всего интересного выходит и полезного в том числе. Буду рада вашим комментариям. Всем отличного настроения, пока-пока!